MHI. Эта программа обкатывает уголок вот такой конфигурации с радиусом и под углом R4 в сторону. 0 находится в точке пересечения сторон. И уголок имеет угловые стенки. Параметр R1 старт по Z, R2 шаг, R3 конец, R4 уголок, R5 угол стенки, R6 радиус на этом углу, R7 проход по стенке перед этим радиусом, R7, R8 припуск, R9 радиус инструмента, R10 радиус зуба, R11 стартовая точка по X. Это чтобы при опускании инструмент не влетел в металл. На глаз выбираешь X и опускаешься. 12 это отход. После прохода он отходит перпендикулярно контуру на это расстояние. Дальше идет красненькая. Это если надо сделать, чтобы с этим радиусом по всему углу шло, чтобы радиус не увеличился из-за угла. Это вот сюда надо подставить R19. Если не нужен вообще радиус, тогда здесь надо поставить радиус 0. В симуляторе он уже эту программу отработал. Расширяющий. С расширением. Радиус увеличивается. Чтобы сделать его постоянным, надо вот здесь сделать R19. Радиус здесь оставим. Можем 50 вместо угла сделать. Проверим. Не расширяется. Тогда мы смотрим 0 и 0. Здесь у нас находится этот 0. А теперь что будет, если 0 поставить на радиусе? На радиусе в углу. Здесь оставим. А здесь угловой радиус сделаем 0. Ага, это я R19 оставил. R19 надо убрать. Начинает с нуля, а потом радиус увеличивается и увеличивается. И рассказать. Что еще? Угол еще может быть тупой. Без проблем. Он все рассчитывает. Корнер 50, сделаем 150. Там, наверное, не получится.
готовки. Сейчас по Y сделаем побольше. Минус 30. Минус. Ну, еще 60 добавим. Все равно как хватывать. Этого же эффекта можно добиться обычной программой угол. Самой первой, что я представлял, по-моему. Но там по G41 это все делается, а здесь рассчитывается центр фрезы. Вот эта ось, вот это путь фрезы идет, и эти точки рассчитываются. Немножко меньше мороки, так что в принципе тоже работать с этой программой. Всем удачи, пока.